And I assume that I will be stopped every few minutes for translation. Right. Yeah, so I'm ready. Okay. Hi, my name is Joan. I am a recovering debtor, business owner, and under-earner. Привет, меня зовут Джоан, я должница, бизнес-должница и недозарабатывающая. I'm talking about step 11, tool 11. We perform service at every level, personal, meeting, intergroup, and world service. Да, я сегодня буду говорить об 11-м инструменте нашей программы анонимных должников. Это когда мы совершаем служение на всех уровнях, от группового до международных конференций. Service is vital to our recovery. It is only through service that we can give to others what has so generously been given to us. Только через сервис, только через служение мы можем отдать то, что сами получили в нашем выздоровлении. И это очень важная часть нашего выздоровления как такового. I will start with my personal story about service in my first recovery program 30 years ago. Я начну с разговора о моей персональной истории, которая случилась со мной 30 лет тому назад и в другой программе в том числе. In January of 1991, I was 9 months pregnant with my second child and discovered that my first husband had been using cocaine behind my back the entire marriage. В 1991 году я замужем, и я беременна моим вторым ребенком. И тут я узнаю неприятную весть для меня, то, что мой муж использует кокаин во весь период нашего брака. И вот это для меня стало шоком. He went into an outpatient treatment program for 3 weeks. And on the day he graduated, I gave birth to our second child. Он стал лечиться, значит, в специальных заведениях. И, соответственно, в момент, когда он закончил это лечение, я дала жизнь моему второму ребенку. 2 weeks later, I started my first 12-step program. А через 2 недели я начала заниматься по программе 12 шагов. It was such a relief to be in the rooms and share all the things I was discovering. Это было настолько такое освобождение, находиться в комнатах и вот на группах, обсуждать и получать вот обратную связь и самой делиться. I shared painful and difficult things, and people smiled and nodded and understood. Да, я делилась о таких больных и очень тяжелых для меня вещах, но при этом люди, которые сидели на группах, они улыбались и кивали. I went to one meeting a week. Я ходила на тот момент на одну встречу в неделю. My husband continued to relapse, and when my baby was 8 months old, he went into in-hospital treatment. Когда мой муж продолжал срываться, и когда ребенку стало 8 месяцев, мой муж попал в реальную больницу уже на серьезное лечение. That is when I became foaming at the mouth, insane. В тот момент я, конечно же, вот поняла, что это настолько ситуация безумная, и я вот чувствовала себя именно такой. Ну, то, что вот такая ситуация. I was enraged dealing with his business and our 2 kids. Я была в тот момент очень раздражена и осталась, в общем-то, вот одна на одной с ребенком и с болезнью мужа.
I stepped up to service in my one meeting. I became secretary chair. Мгм. В тот момент я взяла первое служение свое, и вот тогда у меня появилось ощущение, что, собственно, вот это было служение первое секретаря. 5 minutes past. I went to a second meeting and became their treasurer. А на следующей встрече, которая произошла, я стала казначеем уже. It helped me to have those commitments. It meant that I went to those meetings. I paid attention. I had responsibility beyond focusing on my own problems. Мгм. А с чем мне это помогло? Я, соответственно, стала приходить, во-первых, на встречи, и стала понимать, что есть вопросы, которые требуют от меня очень серьезного внимания, и у меня появилась ответственность появляться. After I had been in that program for 3 years, I got a sponsor and worked step 4. Мгм. В тот момент, когда, к моменту вот 3-го года в этой программе, у меня появился спонсор, и мы делали 3-й шаг. 4-й шаг, начали делать 4-й шаг. It inspired me to become GSR for the group. И это сделало меня, вот, в общем-то, как сказать, у меня появилось желание представлять нашу группу уже на конференции. It helped me discover recovery beyond my meetings and my small town. Мгм. Это дало мне уже ответственность представлять группу за пределами нашей маленькой группы, нашего маленького города. Это уже на более широкую а, общественность я воздействовала. 15 years later, 15 years ago, I first came to DA. Через 15 лет, ну или вообще вот 15 лет назад, я пришла в АД. For the first 3 years, I just went to meetings. Первые 3 года я просто ходил на встречи, на группы, постоянно ходил на группы. I was busy with my other program, and I did not understand all of DA's tools. Да, я была очень занята моей другой программой, и я, честно говоря, не понимала все те инструменты, которые дает АД. My recovery suffered. I relapsed on credit cards. I hit a bottom. Мгм. А мое выздоровление очень страдало из-за этого. Я постоянно пользовалась кредитными картами, и я ударилась о дно. In 2009, my group started a 14-week step study, and I learned about Business Debtors Anonymous. Мгм. В какой-то момент наша группа сделала 14-недельную программу по прохождению шагов, в частности, шагов по бизнес-должникам. И для меня это была очень важная информация. Both of these things really skyrocketed my recovery. Это очень мне помогло в моем выздоровлении заниматься, получить информацию об этих 2 программах и вот этой ситуации по прохождению шагов. My business started earning more money than ever before. Бизнес стал серьезно зарабатывать. I had a radio show. I had an office with clients and classes with students. It was very abundant. Да, у меня было свое радио. На радио было свое шоу, и было много клиентов, и мы зарабатывали серьезные деньги. Then my mother got Alzheimer's, and I flew 3,000 miles to Washington, D.C. to take care of her. Мгм.
Затем моя мама состарилась, и ей требовалась моя помощь, и я перелетела в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов, чтобы ухаживать за ней. I went to meetings there. There are great DA meetings in DC until she got cancer and went on hospice. Мгм. Я ходила на группы, которые были как раз в Вашингтоне. Они были хорошие группы. Моя мама в конечном итоге, значит, заболела раком, и она переехала жить в хоспис. I did not know that I had lost my program until I came back home 2 years later. Мгм. Я не могла знать, что я потеряла прогресс в своей программе, пока не вернулась вот через 2 года домой. 10 minutes. Okay. In 2013, I went back to my BDA meeting, and people who had been newcomers were doing so much better than who had been newcomers when I was there first. Мгм. We're doing so much better now than I was. Мгм. В 2013 году, когда я вернулась вот на свои группы бизнес-должников, оказалось, что новички, когда я только пришла, ну, вот когда я уже была вот, на этих встречах, были уже в гораздо более лучшем состоянии, чем я, человек, который уже ну, их встречала тогда как впереди идущие. It just so happened that meeting was starting another 14-week step study, and I dove in and wholly gave myself to this program. Мгм. И в тот момент начался опять вот этот курс 14-недельный по шагам, и я снова в него, значит, окунулась с головой, то есть поставил ее на первое место. I got my first real sponsor who also sponsored me into UA at that time. Мгм. А у меня также был спонсор, который спонсировал меня и в недозарабатывающих. I stepped up to higher service on Intergroup that year, became their assistant web guardian. В тот момент я взяла служение, значит, помогать с сайтом уже в интергруппе и была вот на базовом служении помощи, значит, к тому, чтобы приходили новички, и вот и встречать их с сайта. I also started a meeting on Vashon Island, and I got myself a BDA sponsor and a UA sponsor. One guy or one man, one person, separate. So I had three Three sponsors. sponsors, okay. From no sponsors to 3 Three sponsors. sponsors, окей. Ага, значит, в тот момент я организовала встречу в своем городе, это ее город, встречу, соответственно, по группы, и у меня появилось не было ни одного спонсора, а потом стало 3 по BDA, DA и, значит, по недозарабатывающим. From running wild with no supervision to heavily supervised in the program. Это как вначале у меня не было за мной никакого контроля, и никто за мной не наблюдал, а тут неожиданно стало 3 спонсора, и теперь тройной контроль. I then moved to a city south of my island and started a meeting there as well. Потом я переехала еще в один город неподалеку от нас, и там тоже начала новую группу. And I started sponsoring other people. И начала помогать спонсируемым, то есть спонсорить начала. And I went through the 12 steps using both the UA step study manual and the California Yellow Book, which is kind of like the new DA step study manual. It took me a full year to go through them. Мгм.
Я в тот момент шла по двум книгам. Это по руководству прохождения шагов недозарабатывающих и вот по желтой книге южно-калифорнийского представительства АД. И у меня прохождение по этим шагам, вот по этим руководствам параллельно заняло 1 год. I ended up doing that process twice. So 2 very full, intense, in-depth studies, step 1 to 12 twice with both my UA and DA sponsors. На самом деле этот процесс у меня произошел дважды. Я проходила вот, по этим руководствам и по незарабатывающим, и по вот, значит, руководству АД, вот это южно-калифорнийскому, по желтой книге так называемой, дважды, с моими спонсорами. 15 minutes. How many more minutes left That's of this? 25 minutes if you want. Okay, great. So I changed in amazing ways. I learned to market my business, to be visible in the community. And with the tools of this program and knowing my numbers, my relationships got better. Моя жизнь круто изменилась. Я сама поменялась. Мои отношения в жизни с близкими людьми поменялись. Мой бизнес поменялся. Все поменялось в моей жизни по прохождению вот этих шагов. In 2018, my little brother had a stroke in New York City, and I flew 3,000 miles to New York City to help him and his wife. В 2018 году у моего брата случился приступ, вот, и я слетала 3000 миль к нему и помогала ему и его супруге справиться с проблемой этой. I was able to go to many meetings in Manhattan, in New York City. Я ходила на многие встречи на Манхэттене, в Нью-Йорке. This time I knew not to stop going to meetings. В этот момент я поняла, что мне нельзя останавливаться в посещении собраний. And the pandemic and Zoom has meant I can still go to my home group meeting in DC, my home group BDA meeting in New York, as well as the 2 meetings I started here. Из-за пандемии получилось так, что многие встречи перешли в Zoom, и таким образом я не потеряла контакт с моей группой бизнес-должников, с моей группой должников и две группы, которые я сама лично организовала вот, за все это время. In 2020, I became GSR for both the groups here and went to the World Service Conference. И для 2 групп я стала представителем. For 2 groups, you became a GSR. Yeah. 1 BDA and 1 DA or 2 DA? I mean, just The pretty 2 DA, 2 the DA. one on Vashon Island, the one south of here in Tacoma. Я стала представителем на международной конференции для 2 групп DA, вот, для 2 групп АД, вот, и участвовала в конференции. I joined the International Committee and the Spiritually Sustainable Earning Caucus. Я присоединилась, значит, к комитету международному, и при этом присоединилась также, есть такое объединение внутри вот международной конференции, которое называется «Зарабатываем деньги экологично». On the International Committee, a colleague in London, in England, and I created the New Year's Marathon that happened. And with the Spiritually Sustainable Earning Caucus, myself and 2 others started the very first ever Spiritually Sustainable Earning Meetings. Да, на самом деле у нас, когда я вступила в Международный комитет, вместе с коллегой из британского офиса АД,
мы организовали первый марафон, марафон вот 1 января, который проходил 2019. Да. It was 19 or 20th, the marathon that started. The 20th. marathon, well, the very first one was January 1st, 2021. We Right, just did that. okay. Yeah. Совсем недавно это произошло, 1 января 2021 года произошел вот этот марафон, на котором, соответственно, мы также начали проводить встречи, как зарабатывать деньги экологично и устойчиво. So we plan to have another marathon next January 1st. We hope to have a worldwide step study next June. And we have the spiritually sustainable earning meeting available for translation. So remind me to give that to you. Right, thank you. В настоящий момент наши планы следующие, что следующий марафон, который будет проходить в следующем году, 1 января, также будет в июне международное прохождение шагов АД, которое было в этом году. Мы также планируем его в следующем году, в июне сделать. И также есть преамбулы и информация для групп по устойчивому и экологичному зарабатыванию. Она обещала поделиться. 20 minutes past. Okay, so service has changed my life. Служение изменило мою жизнь. And while difficult things still have occurred, I have found service is the shining light that I can bring to others. Right. Значит, она говорит, хотя и случались по дороге неприятности, я видела, что служение – это как лучик света в меня, который ведет меня через вот эти неприятности, и я делюсь этим светом с другими людьми. Bringing recovery to help my fellows reminds me that there is something bigger than myself. Когда я делюсь вот этой информацией с моими, с другими людьми, я понимаю, что существует нечто более значимое и великое, чем я. So I would say the most important service is to go to meetings. Да, самое важное, что я вижу, и хотел бы дать вот такое заключение, что самое важное служение – это ходить на встречи. Meetings don't exist without people attending. Без встреч, вернее, без людей встречи не состоятся. Они создаются для людей, людьми. And I need 2 meetings a week just to maintain my program. Я как минимум дважды в неделю хожу на встречи, на вот этой группы, чтобы только поддержать мой текущий уровень. When life is challenging, I need 3 meetings a week. Когда мне тяжело, я хожу как минимум на 3 встречи в неделю. And when there is something that I need to break through to my next level of recovery, I do either 30 meetings in 30 days or 90 meetings in 90 days. Если мне нужен прорыв, то я хожу 30 дней, значит, 30 раз, 30 встреч за 30 дней, либо совсем по-боевому, это 90 на 90. The next most important thing is to do service for a meeting. При этом я тоже понимаю, что следующий очень важный момент, аспект является, это брать служение на группе. To give him a reason to go when my mind wants reasons to skip it. Должно быть понимание или некая ответственность тому, чтобы была причина, почему я должна идти навстречу, а не ее избегать. Because meetings can't continue if it is the same people doing service over and over. Если нет преемственности в служении на группе, то группа не состоится.
More people doing service is a healthier meeting. Больше людей, которые делают служение на группе, это более здоровая группа. Sponsoring also helps grow the program. Sponsoring is a service. Спонсирование это тоже помогает растить, помогает выздоровлению. Это сервис, вернее, служение как спонсорство, это тоже является важным. 25 minutes. Okay. So how many more minutes? 15 minutes. 15. Rapid. Okay. So I know in new meetings and new fellowships, that can be difficult, but co-sponsoring is even a start. В некоторых новых сообществах я понимаю, что есть сложности со спонсорами, поэтому есть так называемая ситуация с коспонсорством. Коспонсорство – это когда люди идут в малой группе и обучают друг друга. Это заметно, обучает это такое условное. То есть они работают в малой группе и изучают литературу вместе. I have my sponsees start sponsoring others when they've completed their fourth step, because they need to stay ahead of their sponsee, so it keeps them working the steps. На самом деле, мои спонси, они берут подспонсорных уже на 4-м шаге. Они должны быть раньше, вернее, более продвинуты по программе, чем их подспонсорные. Вот поэтому, но еще не доходя. So your sponsees don't do 12 step before they start sharing, yeah? So they can do 4th step onward. It keeps them going, so they don't trail off after the Да, fourth step. я даже в какой-то степени считаю, что это позволяет им быстрее двигаться по программе, если они берут подспонсорных уже на 4-м шаге. То есть это дает им возможность выздоравливать лучше. So DA is the program that has helped all aspects of my life, and I am so grateful for DA. Да, на самом деле АД развернула мою жизнь. Я настолько ей благодарна вот этой ситуации, вот, что я проходила шаги, и этой программе признательна, потому что она полностью поменяла мою жизнь. So I can talk a little bit about the levels of service, or when do we need to go to Q&A? It depends on you. I mean, just as God or higher power guides you. Okay. Because a very short talk about the extra levels of service, not so much for people listening now because they've done it all, but to explain it to newcomers what the levels of service. Sure. Okay. Сейчас мы немножко окунемся в уровни служения, для того, чтобы было более понятно для тех людей, которые будут слушать записи. Okay. So what personal service is attending meetings, taking outreach calls, doing PRGs. Личное служение – это посещение собраний, принятие звонков, горячих звонков и проведение, значит, групп по облегчению давления. For meetings, it's taking roles in meetings, being the timer, reading the format, being Zoom host, or being the building liaison, holding the keys. Да. Translator, exactly. Да. Для уже на групповом уровне это хранитель времени, это, значит, ведущий, чтение литературы и вот хост в Zoom, ну, это имеется в виду техвед в Zoom, ну и вот переводчик. Intergroup is attending your monthly intergroup as an intergroup rep. Now, will you have something different because your committee instead of intergroup, or how does that work? It was an intergroup. Now we upgraded it to kind of the a layer below because it's so online now. There is no regions as far. Right. So we have like Russia, Belarus, Ukraine, Georgia, all in one pool, of people coming onto our meetings. That's why we decided that's a Russian-speaking society. So you would have some representative from a meeting to go there. Right. Right. Yeah.
So, so that is important, bringing what is happening in the committee back to the individual meetings. Очень важное служение – это вот представители групп на международных конференциях, когда представители этих групп, когда сходят на международную конференцию, должны делиться сообществом о том, что они там услышали, и вот передавать вот эти вот информацию вот эту для всего сообщества. And on the committee, there are different roles as well, besides chair, secretary, treasurer, probably is events, website, etc. На комитете, конечно, есть свои служения, кроме председателя, кроме секретаря. Возможно, есть какие-то события, которые проходят, там, помощь в сайтам и другие активности, которые есть на комитете. Они требуют своего служения. 30 minutes. 10 Okay, minutes to go. so last bit is then very quick. The world service, you can explain, is attending world service is GSR, serving on committees, caucus, bringing the message of the world back to our individual committee as well, or group as well. Там есть международное, конечно, само служение. Это уже представителям групп ходить на вот эти вот события, которые проводят конференции. Вот, там участвовать в работе комитетов, уже влияя на то, как развивается международное сообщество. So that is all. I'm open for Q&A. Да, на этом я хотел бы закончить свой рассказ и была бы очень рада ответить на ваши вопросы. Она закончила пораньше. Thank you very much for sharing. Так, для того, чтобы задать вопрос, я сейчас включу чат. Я отключал чат. Можно писать, так, можно писать единички, двоечки, да, у нас как? Взять слово Да. можно, оставив Да. в общем чате 3 единички. Если вы захотели высказаться во второй раз, то оставьте 3 двоечки. После всех, кто говорит первый раз, вам дадут слово снова. Напоминаю о нашей 7-й традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи извне и существуем на наши анонимные добровольные пожертвования, хотя пожертвование не является условием для членства. Размер пожертвований определяет каждый из нас сам для себя, исходя из расположения своего сердца. 7-я традиция отправлена в чат, в общий чат. Это 7-я традиция нашей бывшей интергруппы, а теперь это комитета по обслуживанию русскоязычного пространства. Поэтому кто хочет, может присоединиться но это добровольно и не обязательно. Если сегодня не можете ничего пожертвовать, приходите снова. Так, у нас первый вопрос. Это Ксюша, да? Ксюша, да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я должница. Hi, I'm Ksenia, I'm Amadea. Спасибо, Джоан, за спикерскую, было очень интересно. Yes, John, thank you very much for your share. That was very interesting for me. Очень полезно. Very useful. У меня тоже есть служение. Yes, I'm also I'm doing service. Да. У меня вопрос такой. Как вы осуществляете изучение традиций? Каким образом и с помощью какой литературы? И, может быть, даже еще концепции обслуживания. I have a practical question. How you go through traditions and concepts of serving in DA? And because we are actually doing it at the moment, which literature you're using? Ours is based on AA kind of basic literature, and also on the concepts. Okay, so yeah, we use the DA. I use the DA to go through.
I find that in individual groups, we talk a lot about traditions and steps. So I have created a GSR group where we go just through the concepts, because concepts is like higher level service. Right. And so it is a good focus when you're at that level of GSR. Мы строим свою работу по традициям на книге, вот, которую она показывала. Это 12 на 12 на 12. Нам она пока в русскоязычном тексте недоступна. Да, и, соответственно, по концепциям мы уже проводим семинары для представителей групп, вот так называемых GSR, которые на конференции представляют, потому как это более высокий, ну как, более низкий, получается, в нашем случае, уровень служения, который требует, соответственно, по пирамиде вниз, да, то есть там, поэтому мы концепции даем уже в более узкому кругу, а так вот используем вот эту литературу. Я хотела бы уточнить, вы устраиваете вот рабочие группы по изучению традиций или просто читаете на собрании на обычном митинге, как это происходит? Again, very practical question being, how you study 12 by 12 by 12, yeah? Is that on a regular room or in a group for wider variety of all people, yeah, of all DA members, or you do a separate seminar type kind of tradition-based kind of workshops? I have experienced all of those. I find it important for groups, basic groups, to understand the traditions. We tend to focus just on the steps, so it is good to have either a workshop or a meeting a month focused on the tradition of the month. I didn't know anything about the concepts until I stepped up to being GSR. And my sponsor recommended, going through them one at a time. And that is why I also brought it to my GSR group, because we were operating without an understanding of the concepts. So it is new to us to do that in depth. На самом деле, Ксения, отвечая на ваш вопрос, мы делали и то, и то. Важно очень, чтобы на группе люди понимали, что такое традиция, а не только шаги. Вот, поэтому по традиции каждый месяц мы там в течение месяца читаем конкретно одну традицию вот, в какой-то из дней, да, вот, этой группы, для того, чтобы было общее понимание. Тем не менее, значит, собрание у нас тоже, специальные собрания и семинары проводятся, воркшопы тоже проводятся. А вот, честно говоря, говорит, касательно концептов, я, говорит, вообще не была, так сказать, осведомлена, вот при всем моем опыте, значит, осведомлена до момента, пока я не стала представителем от группы на международной конференции. Вот и тут мой спонсор уже рекомендовала. I just thought I also go to the New York GSR group. They invited me because I'm in New York so much. And at their monthly meetings, although they read the concept, they talk more in depth about traditions, which I think is just interesting. So they do a study of the tradition, but they kind of miss the concept. And both are important when you are at higher levels of service. На самом деле, вот я сейчас вспомнила о том, что меня приглашают еще и на группу, на которой находятся вот как раз представители от групп на международной конференции, и там мы обсуждаем не только концепты, но и достаточно глубоко идут традиции. И тут, в общем-то, глубина в традициях как раз вот на этих встречах я и получаю. Спасибо большое, Джоан.
Очень полезно и здорово. Yeah, thank you very much. It's very useful and very much deep to the point, yeah? Yeah. Так, следующий вопрос у нас от Спасибо. Марины. Марина Че. Ты не хочешь голосом сама задать вопрос? Марина, я переведу. Марина, что дала группа «Год»? Какие озарения были после группы «Год»? Спасибо. Это ее персональный опыт ты просишь, да? Да. John, thanks for the share. Marina asks your personal experience on what PRG gave to you. Did it enlighten you in something? How it helped? Your personal experience. Yes, have had many PRGs. I find I actually get more giving PRGs than getting them sometimes. My first one was an ideal spending plan. Made no sense to me because they expected me to spend as much as I earned in a year on a month for an abundant lifestyle. But practical spending plan made more sense. But I've had PRGs for travel, very useful. PRGs when I had to start. I spend 3 weeks of the month in New York now, helping my brother and come home. You know, so they're PRGs for managing life. The important thing with PRGs is that it represents higher power in it is an intelligence greater than my own mind. I am not using my own mind that got me into this problem to try to solve the problem. Марин, тут ответ на несколько этапов имеет смысл разбить. Первое. Я, когда даю, помогаю, выступая наставником в группе, получаю гораздо больше, чем когда мне не дают. Первый опыт моей группы «Год» был не очень для меня положительным, потому что они составили идеальный план. Ну вот мы составили вместе идеальный план моих расходов, по которому получалось, что я за год за 1 месяц должна была потратить все, что я заработала за год. У меня это очень было не очень положительная история. Но зато, когда мы перешли к практическому плану затрат, это мне понравилось. Да. И теперь, значит, очень многое, что происходит в группе «Год», это действие высшей силы, которая значительно умнее меня, и она использует меня в моменте, когда мы работаем совместно на группе облегчения давления. И вот это и есть озарение. Вот. Ответил на вопрос или хочешь уточнить еще что-то? Да, спасибо. Thank you very much. It answers the question. Next question is from myself. Евгений, Надета. Следующий вопрос от меня, от Евгения Должника. Я хотел задать вопрос. Значит, first I will ask you question, and after that I will translate for you time to think about it. I've been recently on one of the meetings of Vault community. That was the call for the service sponsorship, and there were three people were presenting their shares, and that was a strong saying from a guy. I think his name is Bill, an anonymous brother. He claimed that service increased his recovery 1,000 times. Yes. Can you kind of elaborate on that? If you can share something like that, that would be, I mean, on kind of tangible kind of examples, that would be great. Я у нее спросил, я был недавно на группе, которая была по сервисному спонсорству.
в АД распространенное такое. Это когда спонсор по служению. Особенно берут служение, когда вот новички, которые вот только-только стали представлять группы на международной конференции, и не ведут как подспонсорного через шаги, например, а помогают конкретно ориентироваться в спонсорстве. И вот один, значит, участник, там их было 3, я вот на этом собрании участвовал, на созвоне, и один товарищ, значит, говорит о том, что ему, говорит, в 1000 раз увеличило его выздоровление. Вот. Я попросил Джоан по поводу этого, может быть, какие-то свои более четкие примеры привести, вот как, может быть, в ее жизни вот это сказывалось. I'll tell you about my experience with becoming GSR. So I live on an island. This is actually the view down the street from my house. The island is about the same size as Manhattan, but we have 11,000 people. Right. Я поделюсь своим собственным опытом. Я живу на острове, на острове, который по размеру такой же, как Манхэттен. Вот за спиной, говорит, у меня фотография. Это вид из моего окна. I have been self-employed since 1994, but I am most comfortable working like one-on-one with people, very small groups. As an under-earner, I really rather like to hide in the woods. Я с 94-го года в программе, но тем не менее я старалась всегда работать вот по шагам или каким-то образом помогать людям другим один на один или там в маленьких группах. Как недозарабатывающая, я, говорит, прячусь в лесах, партизаню. Becoming a GSR put me in this group with people from all over the world and working in committees with all different kinds of personalities and experience. А когда я стала представителем группы на международном комитете, на международном вот этом, значит, на международной конференции, это вынуло меня на какой-то новый уровень, где я встречаюсь с людьми отовсюду в мире. И вот там я раскрыла для себя вот это вот новый уровень. So with the International Committee, there was an idea put forward to do a meeting marathon, and I got excited by that, and myself and a woman in England started planning it. На самом деле, когда столкнулась с тем, что вот мы сделали вот этот марафон, который вот объединил все страны, которые мы знали, присоединил их к вот этой беседе. Это вот то, что произошло 1 января 2021 года. Вместе с женщиной из Англии мы это сделали, и это покрыло очень большой спектр участников. Can you name how many people you would expect from going through that marathon? Do you have a rough idea? Thousands? There were, 10,000? well, I think there were 700 people that actually ended up going all the way through the marathon. It was Right. 24 hours. Right. It was a meeting almost every hour, from New Zealand all the way to Hawaii. Okay. Yeah. На самом деле, через вот этот марафон прошло 700 человек за 24 часа. И каждый час, начиная с Новой Зеландии до Соединенных Штатов, до Гавайев, у нас прошло вот 700 человек вот через эти встречи за один день. And for me, when I was planning it, I sent lots of email because I'm very comfortable with sending email. Когда, говорит, я планировала это дело, я рассылала большое количество электронной почты для того, чтобы... Потому что мне комфортно рассылать электронную почту. Alex in the UK is a very successful businesswoman, and she
reached out to people. She went to meetings. She created WhatsApp groups, and the meeting marathon happened because of her. Right. А моя подруга вот Алекс, которая из Англии, она сделала что? Она ходила по встречам, организовывала WhatsApp-группы. И, честно говоря, марафон случился благодаря ей. So we just did a worldwide step study, not as part of the international committee, but as practice for one we can do next year, as you know, under the authorization. So this was independent to practice. Тогда как вот наше вот изучение шагов, вот эти международная встреча, она, собственно, как раз по практике уже имеет тоже, тоже международное количество, большое количество людей присоединяется. То есть это влияние. А влияние увеличивается в разы. Может, десятки, а может и в сотни раз. And so in doing this one, I went to meetings in New Zealand and Australia. I joined WhatsApp groups. I was averaging 12 meetings a week preparing for this worldwide step study. These are things that if I had been working in the business world for 40 years might be second nature, but this all for me is new recovery from the inspiration of working with people as GSRs. Right. Ну, если бы я работала в бизнесе, скажем, наверное, для меня это было бы полегче, но вот это для меня такие новые навыки открыло, новые способности, о которых я раньше даже не мыслила. Вот, и это очень сильно поменяло, вот, в общем-то, тому, как я отношусь сейчас к действиям своим. So, did that answer your question? Does that see how expansive it can be to work on this level? Ну вот это отвечает ли на мой вопрос? Она меня спросила относительно того, насколько влияние и вот как это широко, вот это покрытие формируется благодаря вот подобной работе. I see that it's really the influence, yeah. So it's a kind of pro-influence type of work, yeah. So in your personal level of recovery, did you see any improvements in regard to pre-GSR, after GSR, kind of? If that more specific, that would be excellent if you can share. Well, in myself, I am better able to place principles before personalities. People don't drive me crazy like they used to. Right, I see. Okay. Ну, для меня персонально в моей жизни произошло следующее, что после вот этого служения я наконец-то стала понимать, что принципы вперед личности. И раньше, говорит, меня так многое раздражало в людях, а теперь перестало. Great answer. Yes. Great answer. So I think we would do the last question, and on that we will finish. Yeah? Кристина, твой последний вопрос, если хочешь задай, я переведу и над тобой завершим. Спасибо, привет, Джоан, меня Кристина зовут, я очень тебе благодарна, не успела все услышать, и вид из окна восхитительный, я тоже такой хочу. Мой вопрос по поводу идеального плана доходов-расходов. И если в первый раз это как-то испугало, то в конечном итоге воплотился ли этот идеальный план в реальность? Ну, я понимаю, что он воплотился, скорее всего. И как вот этот страх, да, в общем, как этот идеальный план расходов удалось отдать Богу и довериться Ему. So Christina greets you. Thanks for the share. She likes your view from your house, yeah, across the street.
And she asks about the ideal plan for your The spending spending, yeah, ideal Spending spending plan. plan. Did it later realized? If so, I mean, just do you feel how it was done, and what sort of fears did you kind of undergo through this? I mean, just or relieved from what fears from your personal kind of inventory. Let's call it like that. Well, I will say that I have spending plans were mystifying to me at first, but I have now become very, very comfortable with spending plans. I had to create one for my husband is not in the program, so I had to create a very generalized spending plan that meant that I'm not trying to control his spending. Right. Да, на самом деле я столкнулась с тем, что я стала гораздо больше. Изначально для меня это была вообще мистика. Вот этот вот идеальный или вот, значит, реальный план затрат. Но со временем, говорит, я научилась его делать. Более того, я сделала очень общий план для моего мужа, который не в программе, для того, чтобы он при этом, значит, не чувствовал себя напряженно, и я за ним не контролировала. So I do my numbers every morning as a meditation, and I maintain my several spending plans. I maintain my business spending plan, my joint spending plan, and my actually my New York travel spending plan. Mm-hmm. And then, you know, sometimes we have a vacation coming up. That's a spending plan. So, but I maintain them every day. Mm-hmm. Ну, это очень важная информация. Она говорит, я делаю свои цифры каждое утро, и это для меня форма медитации. Потом у меня, говорит, есть планы по затратам на все события в моей жизни. Крупные, имеется в виду, например, в отпуск собралась, сделала. Вот сейчас летаю к брату, помогаю брату, у меня есть свой план затрат. И вот эти планы затрат у меня, это вот форма моей молитвы. So it's a kind of a prayer for you. Yeah. It is. It's become almost a spiritual thing, and it's very grounding and centering. Mm-hmm. Да, это, говорит, стало для меня на самом деле внутренней, как это сказать, духовной практикой. И это мне вот настолько, вот со мной это сошлось, вот это, ну, это как форма молитвы у нее. Ответил на вопрос, да? Да, да, спасибо. Ну, для меня это еще пока мистика, и я смотрю сейчас на свой идеальный план и думаю, ну посмотрим, Боже, как ты здесь работаешь. Yeah, I mean, for her, she's considering this being mystifying something, yeah. And now she looks at the ideal spending plan with kind of a sort of let's see. It's a vision. Let's see, higher power, how you play this out for me this time. Well, and that's so something I find is that as a debtor, I want to win the lottery and dump money on the problem. And higher power reveals ways that it happens sometimes without money. The vision becomes real without having to rob a bank. Wow. Это очень важные слова сейчас были. Я сейчас переведу. Для меня, говорит, следующая история. Я, говорит, как должник, жду, что на меня прольется фонтан из денег, и я просто вот это выигрываю в лотерее и заливаю вот эту проблему свою с должничеством, вот, значит, просто заливаю ее баблом, ну, вот, деньгами, да. А на самом деле у высшей силы гораздо больше, значит, инструментов для того, чтобы этот вопрос решить.
часто решается и без денег. Мое видение, вот то, что у меня есть, оно решается такими методами, которые вот, ну, обычному человеку не понять.